In Vrindavan Dham, expansion and contraction is a normal function. В Вриндаване распространение и сжатие – это нормальное положение вещей. So many things happen according to the dynamics of expansion and contraction. Столько различных событий происходит в соответствии с динамикой расширения и сжатия. Like Radharani and the gopis, they'll go from Varshana to Radhakund within a split second. Как, например, Радхарани и ее спутницы, они могут отправиться из Варшаны на Радхакунду, добравшись за долю секунды. Through that type of expansion-contraction theory. Такого рода расширение и сжатие там происходит. And in our books, the heading of that section where it's described about the cowherd boys being taken and hid, Brahma's illusion. That's the heading of that section where Srila Sridhar Maharaj explains. В наших книгах раздел, где описывается эта игра, эти события о похищении мальчиков-пастушков, озаглавлен следующим образом: «Иллюзия Брахмы». So that's as much as I can explain without double-checking and knowing for sure. Это все, что я могу объяснить, не сверившись с материалами, и я не знаю больших подробностей наверняка. We never want to make things up or get it wrong, and especially when we're on camera. Потому что мы ни в коем случае не хотим чего-то выдумывать или чего-то смешивать, перепутывать особенности, когда нас снимают на видеокамеру. Yes, pretty. Почему Вишварупа, она говорится, что он был очень привязан к Махапрабху, и он был на дороге жизни, то скажем, когда Вишварупа снехатхара, да? Но тем не менее Вишварупа уходит, когда он предложили, материальную вещь, собственно. Ему предложили жениться, и он ради этого оставил Господа, да? Он мог сказать, не хочу, не буду, еще раз предложить. Why did Vishwarupa took absence from Mahaprabhu? Why did he leave Mahaprabhu's presence? Because we hear Mahaprabhu was the dearest and nearest for him, and Srila Sridhar Maharaj says that Vishwarupa was Snehadhara, he was full of love and affection for Mahaprabhu, and apparently for some mundane reason rejecting the idea of marriage arranged by his parents, he left his home. Otherwise he could just refused or make some other arrangement. Why did he leave Mahaprabhu? Well, it was according to Gaura Lila that he had to go and do that. Yoga Maya, and it's like a theater when the Lord comes down with his divine abode and all his associates taking birth in different places, and they're all in particular roles, like actors and actresses. Это была часть Гаура Лилы, часть развития этой божественной игры. Подобно тому, как в театре идет определенный спектакль, и там должны произойти определенные события, точно так же под руководством Йога Майи происходило Гаура Лилы, и подобное событие должно было произойти. So many things happened. Gaura Lila, Krishna Lila, Ram Lila, that are intolerable, painful to hear about, think about. И в Гаура Лиле, и в Кришна Лиле, и в Рама Лиле происходит множество событий, которые нестерпимы, о которых больно слышать. Vishwarup Prabhu was very renounced and ecstatic, and also that contributed to him leaving home, just to wander, to go on pilgrimage, to take sannyas.
Вишрупа Прабху по природе своей был очень отрешен и всегда был погружен в экстаз. Быть может, это одна из причин, почему для него было легко или естественно оставить дом и отправиться в странствие, приняв саньясу. So that's as much as I can say about that one. Это все, что я могу сказать об этом. Any easy questions? Есть какие-нибудь легкие вопросы? I'm a little tired today. Я чуть-чуть уставшая сегодня. Я не знаю, сколько он лет, но без личного опыта. Я хотела узнать, изменилось ли ваше отношение к окружающим практикующим с тех времен, когда Равиндра Махарадж, учитель, был рядом в проявленном виде, и когда его не стало? То есть, потому что когда учитель рядом, ты все равно больше фокусируешься именно на служении рядом с ним. Изменилось ли, может быть, вы считаете, что больше стали уделять внимание окружающим, чувствуете, что ваш долг, когда учитель нет рядом? Изменилось ли отношение к практикующим людям вокруг с тех, когда был учитель рядом в проявленном виде и когда его не стало? I don't know whether it's easy question or not, but at least it's something from practical side. What was the change of your attitude compared of when Srila Gurudeva was present physically in this world, and afterwards your attitude towards other devotees, towards people around you? Because I could imagine, for example, maybe previously you had to be completely concentrated on him, and now you might feel that you need to take care of other devotees, so maybe something other. Mm-hmm. Well, first, I'm sure she can understand what a shock it was when he left, when he withdrew from our vision. Ну, прежде всего, вы можете понять, какой-то шок был для нас, когда наш Гурудев ушел из нашего поля зрения. Because Srila Gurudev was so accessible and very present in our lives, and became so many things to us, more than Guru, even like a mother, a friend, a father. So many relationships in one relationship was present with him. Поскольку Шрила Гурудев был очень доступен, и когда он присутствовал, он был для нас не только гуру, но многие другие виды отношений нас также связывали. Он был для нас не только гуру, но он был подобен отцу, подобно матери. Столь много отношений было связано с ним одним. His disappearance pastimes were very transcendental and unbelievable, the way he consciously left, refused his medicine, chose the perfect time, went into meditation, and that whole day was like an unbelievable, auspicious, transcendental experience. Игры его ухода были невероятны и трансцендентны. То, как он сознательно покинул этот мир, как он отказался принимать лекарства в этот день и постепенно отключился от окружающего мира, все события этого дня были полны особой трансцендентной значимости и блага. And even after making the samadhi, little pushpa bursty raindrops fell, and it was just like such an unbelievable day. But the next day was like hell. Waking up and thinking, what just happened? What did we just lose? И даже вечер того дня, как только Шрила Гурудев был помещен в самадхи, брызнул маленький дождик, который называют пушпа-дришти, легкие брызги, подобно цветочным подношениям полубогов с небес. Все этот день было благоприятно, а вот следующий день, вот это был ад, когда тебе приходится проснуться и пытаться осознать, а что же произошло, что мы потеряли. Like waking up with a hole in your heart and big void in the environment. Such a big, great personality has withdrawn, and it's
a big adjustment to make. Когда просыпаешься с огромной дырой в сердце и пустотой в окружающем мире, когда ты пытаешься осознать, сколь великая личность оставила нас, как же нужно теперь приспособиться, как же теперь жить дальше, когда некто столь великий покинул нас. And that's the time of the greatest test, the disappearance of Guru and going through that fire of purification. И это время величайших испытаний, величайшего испытания, уход Гуру, нам приходится пройти сквозь огонь очищения. Srila Sridhar Maharaj says in Sri Guru and His Grace, that's the time where we prove we are real disciples or disciples in confession or just sham disciples. И Шрила Читар Махарадж говорит в Шри Гуру Его милость, что подобное время, уход Гуру, это время, когда мы показываем, чего мы стоим, настоящие ли мы ученики, или мы ученики только на словах, или мы только поверхностные последователи. And naturally, we have to think and reconceive everything, find a reason to go on and endure all the inauspiciousness that comes and the chaos that comes in the aftermath of the disappearance of the Guru. И это время, когда нам приходится собраться с мыслями и постараться найти какую-то опору для себя, найти причину, по которой стоит продолжать жить и терпеть все неблагоприятное, все дурное, все те испытания, что неизбежно приходят в хаосе, что грядет после ухода великого Гуру. So many changes take place within our hearts, and we have to go on remembering His instructions and in association of His disciples and guardians. Столь много изменений произошло в наших сердцах, ведь нам нужно найти способ, как продолжать жить и ныне в обществе Его учеников и в обществе наших старших хранителей, опекунов. The only thing that helped at that time was having all the senior sannyasis, so many devotees present at that moment, and we'd come together and have very long classes, 2-3 hour classes. Srila Acharya Maharaj would be there with all the main acharyas and sannyasis, and hour after hour just talking and grieving and going through the process of the next level, the next chapter. И единственное, что помогло в том случае, это присутствие, возможность находиться в обществе столь многих саньяси, старших учеников. И в те дни мы устраивали лекции, многочасовые беседы, на которых присутствовал и Шрила Ачарья Махарадж, и все остальные преданные. И час за часом они выражали то, что у них на сердце, выражали свою скорбь, свою боль, пытаясь найти способ открыть следующую главу нашей жизни. And another big adjustment was embracing a plurality of gurus. Now we've gone from always having one guru, autocratic system, everything managed by just one, and now we have 5, 6. There were 6 at first. И еще одно большое изменение, которому было необходимо приспособиться, это переход от системы одного гуру к системе плюрализма, то есть множества гуру. Если раньше Шрила Гурудев был в центре, и он принимал все решения, он был единственным гуру в нашей миссии, то теперь после себя этих гуру стало 5, было 6, потом 5. So the mind has to open and broaden and embrace all these things that Srila Gurudev wanted and left in his will. Нужно было напрягать свой ум для того, чтобы суметь вместить в себя и принять все эти вещи, все те вещи, о которых сам Шрила Гурудев написал в своем завещании.
so many devotees feeling so broken, having to attend to them, try to give support to everyone. Необходимо было оказывать поддержку всем преданным, поскольку многие преданные чувствовали себя совершенно разбитыми и подавленными после таких испытаний. And in my case, I had to understand the universal conception of Guru, understanding, like, let's go back to the beginning, and who is Guru, and is it limited to one person, and is it beyond just the physical manifestation? All these things I had to come to terms with and really understand it. I spent 2 years like reading Shri Guru and His Grace from front to back, rereading it again and again. В моем случае помогло понимание или более глубокое принятие универсального, всеобщего принципа Шри Гуру. Понять, что кто такой гуру. Гуру, ограничен ли он только одним человеком, или это некий более глубокий, более универсальный принцип. И для того, чтобы суметь понять это, осознать это верным образом, я читала и перечитывала Шри Гуру и его милость на протяжении 2 лет, от корки до корки, снова и снова, перечитывала снова и снова, снова и снова. When Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada disappeared, Srila Sridhar Maharaj answered so many of these questions and gave perfect, concise conclusions on how to understand who is Guru, how to deal with the separation of Guru, how to harmonize so many things, and all those things are contained, encapsulated in Shri Guru and His Grace. Когда Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада ушел из этого мира, то Шрила Шридхар Махарадж отвечал на многие вопросы, которые задавали ему последователи Шрилы Прабхупады. И в своих ответах, в своих беседах он помогал найти правильное понимание, как справиться с этим испытанием, с горем разлуки с гуру, как правильно понимать принцип гуру, кто такой гуру, каковы должные отношения с ним. И все эти ответы, все эти понятия были заключены позже в книгу Шри Гуру и его милость. So we have to embrace all these things and respect Srila Gurudev's wishes and genuinely be able to go on, make the next step and support all the devotees and the acharyas. Поэтому мы должны быть в состоянии принять все это, понять все это, принять волю Гурудева и в соответствии с этим действовать, поддерживая всех преданных, всех различных ачарьев. And one of the most significant things is to learn how to stand on your own 2 feet, to be able to stand. И самое главное, быть может, это потребность научиться стоять на ногах, самостоятельно стоять на ногах. So if we're sincere, all these things will come to be reality and will be better, will become better devotees and disciples getting through this test and passing the test. Но если мы искренне, то все эти испытания пройдут, и мы успешно, пройдя сквозь эти испытания, станем более хорошими преданными, более хорошими учениками. Someone had a question about Brihad Bhagavatamrita. И у кого-то был вопрос о Брихад Бхагаватамрите. Was that you? Ишаприя говорили, да? У вас, да, был вопрос? Бхакти Бхагаватамрита на русском языке сейчас недоступен. Я читал кое-какие лекции по этому произведению. Там говорилось о том, что когда Гопа Кумар поднимался в более высокие миры Вселенной, в Махарлоке он встретил Ягишвара. То есть, там не объясняется, что это. То есть, это экспансия, какая-то экспансия Господа. То есть, так как Лалита Диди, она
читать, изучать Бхагаватаму, то, может быть, она могла бы более подробно. То есть кто такой Ягешвара, да? Since Brihad Bhagavatamritam is not available in Russian, I've been studying some lectures based on Brihad Bhagavatamrita, and there it is described. When Maharloka is described, it's told that Yageshvara is being present there. So I would like to ask, maybe you could tell something about who is this? Is it expansion of Vishnu? Who is Yageshvara? My understanding, it was some form of Vishnu, but that's another good question for Goswami Maharaj. Мое понимание, что да, это одна из форм Вишну, но это еще один хороший вопрос, чтобы задать его Госвами Махараджи. We can write a list. When he comes, we can ask him all these things. Можно создать список вопросов, и когда Госвами Махарадж придет, задавать ему. In Chiang Mai, he's allowing us to come, knock on his door, ask him millions of questions, and he always says, finally, you cannot understand Krishna consciousness unless you become infinite. И в Чингмае Госвами Махарадж разрешает нам иногда стучаться в его дверь, приходить, беседовать с ним, задавать ему вопросы и объясняет, отвечает на эти вопросы. Но в конце концов он говорит, вы не сможете понять всего о сознании Кришны, если только не станете бесконечны. More precisely, you would have to become infinite to understand Krishna consciousness, which is infinite. Ну или точнее так, вам пришлось бы стать бесконечным, безграничным для того, чтобы понять сознание Кришны, которое безгранично. So, he also mentioned those upper material planets like Maharloka. It's still in the material side. It's not in the spiritual side yet. It's not on Vaikuntha or below Vaikuntha. It's below the Viraja river, and it's one of the higher planetary systems in the material universes. Также там упомянуто, что Махарлока – это одна из высших планет материальной реальности, материального мира. То есть это область ниже реки Вираджа, не миры Вайкунтхи. There's several of those planets, Taparloka, and they're all a little different, little unique, getting more subtle. And he said even he has trouble keeping track of what is what on those planets. И там есть разные миры, которые чем-то отличаются между собой. Там есть Тапа-лока, есть Махара-лока, есть другие. И Госвами Махарадж признается, говорит, что даже мне трудно до конца уследить, что есть что, чем они отличаются друг от друга, уловить какие-то тонкости. Srila Sanatana Goswami doesn't go into extreme detail. He gives like a concise analysis, understanding, touches on certain points. Шрила Санатана Госвами не погружается там в обширные описания, не описывает больших подробностей, он коротко описывает суть каждого уровня. It gets more subtle and subtle as you get higher and higher, and in one of those lokas, they can read minds, they're clairvoyant. You don't have to speak. They know your thoughts and like that, from gross to subtle. И так, двигаясь все выше и выше, мы переходим ко все более и более тонким мирам, все более и более тонкие явления, и на одном из этих уровней там описано, что обитатели того мира способны читать мысли, они ясновидящие, им не нужно видеть что-то своими глазами, они могут видеть на расстоянии. There's one planet where all the Kumaras live, and everyone's in meditation, they just meditate. А на еще одной из планет, где живут кумары, все погружены в медитацию, все обитатели того мира медитируют. And even though Gopa Kumar is a cowherd boy, not only in his earthly birth, but that's his swarup in the spiritual world. He was born
on this earth planet in Govardhan. And he goes to Goloka Vrindavan finally and receives service as a cowherd boy in Goloka Vrindavan. Но Гоп-Кумар, он был пастушком не только по своему земному рождению, но и по своей сварупе, по своему духовному высшему предназначению. И в своем путешествии, хотя изначально он был рожден на Говардхане, но постепенно он проходил все различные уровни бытия на пути к обретению своего вечного, постоянного служения в мире Вриндавана. And he's a very simple-hearted, sincere devotee. Very simple, going and you're hearing his experience and his what he sees, what he's experiencing, what he's feeling. That's what you're reading. И он очень простодушный, бесхитростный, преданный. И он всегда откровенно, честно описывает свои переживания, что он думает. And he always first arrives and observes where he is and the unique qualities of that place, and then stays there and experiences life for some time. Then he gets anxious for Gopal's connection and where's my Lord Gopal, and chanting his mantra. Then that takes him to the next level. И, находясь на каждом уровне, он проводит там какое-то время, освоившись, поняв норму этого места. Но спустя какое-то время неизбежно начинает чувствовать беспокойство, стремление оказаться в обществе Гопала. И тогда начинает повторять свою Гопала-мантру. So, it's a very wonderful book. It's 3 very big volumes in English with commentary by Srila Sanatana Goswami. Но это очень замечательная книга. На английском языке она издана как 3 тома, 3 больших объемистых тома, которые включают в себя и комментарии Шрилы Санатаны Госвами. I only read it once and quickly. Я прочла ее только один раз и быстро. Only now am I getting time to read. Before I never had time. Только сейчас мне выдается время почитать. Раньше у меня не было времени. But I'd like to read it several more times and more carefully. Но я хотела бы прочесть ее еще несколько раз и более внимательно. So sorry I couldn't exactly answer your question. Тогда, может быть, я смогла бы точнее ответить на ваш вопрос. Any other questions? Еще вопросы? Yes. Хотел спросить, а Гурудев вам сказал, в своей последней шоу говорил, чем вам заниматься, как вам дальше, лично вам что говорил? I would like to ask Gurudev in his last days, did he give any personal instructions to you, how you should live on, what you should do afterwards, any personal instructions? Well, for like the past month, the entire month leading up to his disappearance, he kept asking me where I was going to stay. На протяжении последнего месяца своих игр ухода, на протяжении целого месяца он снова и снова задавал мне вопрос, где я собираюсь жить. And wanting to give me some place that's mine, and I'd have a key, and it would always be there, and I had to choose some place. In India, he wanted me to have some place in India. Он хотел, чтобы у меня было какое-то место, чтобы мне дали ключ, чтобы это место осталось за мной. Он хотел, чтобы я выбрала какое-то место. Речь идет, разумеется, об Индии. Он хотел, чтобы я осталась где-то в Индии. And I kept avoiding that and trying to change the subject, because for me it's like I can't imagine a world without him. And what would I do? Where would I stay? I couldn't answer that question.
Но я старалась избегать ответа на этот вопрос, старалась сменить тему, потому что для меня вопрос этого выбора и вопрос вообще мыслей о том, как это жить без него, эти темы были очень чувствительны, сложны для меня. Поэтому я старалась избегать разговора на эту тему. And he used to call me Lali, nickname. And I'd walk by, hey Lali, come here, where are you gonna stay? И он иногда называл меня прозвищем Лали. И иногда просто проходя мимо, гуляя, он говорил: «О, Лали, так где же ты решила, ты будешь жить?» And sometimes he was in the middle of something or in bed, and it was like it was really wearing on me. And then finally I gave him an answer. И так прошло какое-то время. Иногда он так обращался ко мне неожиданно, как будто бы занимаясь чем-то другим, иногда даже отдыхая. И в конце концов это утомило меня, подобные вопросы утомили меня, и я решила дать ему свой ответ. And I said, I want one room in Goloka Vrindavan next to you. Я сказала: я хочу, чтобы у меня была одна комната на Галоке Вриндавана рядом с вами. I thought that was a really smart answer. Мне показалось, что это очень умный ответ. But he wasn't impressed. Но его это не впечатлило. And he looked frustrated. И он посмотрел разочарованно. And said, the only thing he responded was, I have some attachment for this mission. Like implying that maybe you don't. But I do. И единственное, что он ответил мне в тот раз, это посмотрел на меня и сказал: у меня есть какая-то привязанность к этой миссии. Это все, что он сказал, но, может быть, он подразумевал при этом, что у меня есть привязанность к этой миссии, а у тебя нет. And that made me understand and think, especially after his disappearance, that he really gave all of his heart and soul to this mission, that can't just abandon it and not take any responsibility, not serve the mission with full attention, love and affection. И это заставило меня думать, в особенности после ухода Гурудева из этого мира, что следует уделить должное внимание его миссии и не просто помогать, но помогать, отдавая всю свою энергию, все свои силы, со всей любовью, со всей нежностью, посвящая себя той миссии, которой Гурудев отдавал себя. He wasn't very impressed with being disinterested in service, spiritual things, the mission, even society type, what would seem like society consciousness. That really didn't exist for him. И Гурудева не очень впечатляло, когда кто-то проявлял неинтерес, отсутствие интереса или безразличие к делам миссии, к делам, которые касаются в том числе атмосферы или настроя внутри нашего общества. Подобные вещи, игнорирование таких вещей он старался не принимать близко к сердцу. So that happened. That was something significant. But generally, he wanted me to be of encouragement and service to the devotees around the world. Anywhere, he said, you can stay anywhere and just serve the devotees, the deities, the mission, support, serve, but especially to the devotees. Было вот это, и кроме того, он хотел, чтобы я продолжала служить, чтобы я служила преданным везде, по всему миру. Где он сказал мне: ты можешь остаться, ты можешь жить где угодно в нашей миссии, в любых центрах, в любом месте мира. Он хотел, чтобы я служила преданным божествам нашей миссии. Okay. Any last question? Может быть, One еще more. последний вопрос? У кого-нибудь есть? Is everyone hungry? Голод. It's time, he says. Breakfast time. Время завтракать. Время пожилого просто.
Время перерыва поста. Time to break fast, breakfast. Благодать прерывается просто. Благодать. Я не умею такого переводить. Ну, блаженство от духовной практики начинает прерываться. От голода, да? Ну, конечно. Because of feeling of hunger, the happiness, the enjoyment for spiritual practice starts to break. Yes. Hunger prevents us from Okay, feeling. well, let's hurry it up and finish. Chant Hari Haraya Nama Krishna. Ну, тогда давайте поторопимся завершить, споем Хари Харая.